Тона – это социальные, спрограммированные жизненные ситуации человека, в которых он находится, это его персональный мир, из которого он не может вырваться. Вопрос, почему человек не может вырваться из этого мира? А скажите, что обычно держит человека в том мире, в котором он находится? Давайте я вам скажу. Обычно человека держит то, где он уязвим. То есть его держат в том мире, в котором вы находитесь, вас удерживает обычно ваши состояния, которые для вас очень уязвимы. Это состояние обидчивости, мнительности. То есть если посмотреть на человека, то можно с первого раза практически определить, или там, пожив с человеком несколько месяцев, можно практически там, за несколько месяцев определить, что же заставляет этого человека находиться в таком плачевном состоянии, в котором он оказывается. А что это за черты? Это определенные эмоции, которые у этого человека или которые ему присущи. Каждому этому тону, в котором находится человек, или каждом социальном модуле, в котором вы живете, что это такое социальный модуль? Это, допустим, вы зарабатываете от $100 до $300 и не можете выйти из этого социального модуля. То есть вы устраиваетесь на другую работу, работаете больше, но больше $300 не зарабатываете. Или вы устраиваетесь на работу в министерство, вас ставят министром, у вас есть какие-то знакомые, вам все должны, но вы больше $300 не зарабатываете. То есть вы оказались в социальном модуле, который целиком связан с тем, что вы из него вырваться не можете. И с чем это связано? Это связано с определенной чертой, которая вам присуща. Я эту черту обычно называю телопричинной чертой. Или чертой, которая имеет причинно-следственную связь. Что же это за причинно-следственная связь? Она кроется в эмоциональности этого человека. Объясняю дальше. Сейчас все станет понятным. Наверное, я вообще всех запутал и все извилины заплел. Итак, давайте я сейчас объясню. Вот, допустим, вы начали заниматься эзотерикой, и у вас есть занятие эзотерикой, в которой вы начали читать или практиковать мантру денег. У вас появляется материальное благополучие, у вас очень неплохо появляется там какое-то количество людей, которые покупают больше, они рассчитываются больше, работы больше. А потом приходит такое время, когда вы начинаете отдавать больше, чем вы зарабатывали, что-то начинает происходить. И вы говорите, ну как же так? Я вроде начала читать, начала больше зарабатывать, но мне приходится больше отдавать, и не можете найти, в чем же причина, и не можете понять, где же этот рычаг. Объясняю. Когда вы читаете какую-либо мантру, то вы доходите до оболочки своего социального модуля. Вы находитесь в определенном энергетическом состоянии. Ваше сознание, оно опускается на ваш социальный уровень. То есть ваше сознание, допустим, низкий, малое количество денег зарабатываете, часть вашего сознания находится на уровне сердца. Больше зарабатываете, ваше сознание находится на уровне лба. Еще больше зарабатываете на уровне 9 чакры. Но поднять это специально для себя человек, не зная, как это делать, не может. И вот что происходит. Когда ваше сознание поднимается за счет вот этих практик, которые вы используете, то вот что происходит. Вы поднимали свои тона, а потом находится совершенно незнакомый вам человек, или совершенно знакомый человек, или кто-либо, кто начинает вас обижать. Это элемент, который вас возвращает в ваш социальный модуль. Вы в этот момент должны не воспитать этого человека, не обидеться на этого человека, а вы должны выйти из этого социального модуля. А это возможно только в случае, если вы этот элемент пролетите. А что значит пролететь? Это значит сделать так, чтобы завтра проснуться и не вспомнить, что это было. Это так важно, я вам даже не могу это передать. Вы так часто упираетесь в эти модули и не можете из этих модулей выйти только потому, что у вас есть та уязвимая, или тот элемент преткновения, или тот гвоздь преткновения, или вот эта внутренняя одна черта, которая вас удерживает целиком в этом социальном модуле. Какие примеры? В моей жизни таких примеров миллионы. Когда человек начинает заниматься эзотерикой, и после этого у него получается зарабатывать, но у него есть принципиальная внутренняя черта обижаться. На что? Неважно.
В этом случае найдется тот человек, который начнет унижать в его глазах его родителей, или его этого человека, или еще кого-либо, кого он любит, детей, возможно, начнет упрекать в чем-то. И вот в случае, если этот человек вновь будет говорить, что вот я хочу разобраться, хочу расставить все на свои места, давайте, там, я обижусь, все, больше не буду общаться, все, он ввел себя снова в свой же социальный модуль. Он из него не выйдет. Поэтому, когда вам хочется разобраться, знайте, вы уже не эзотерик, вы так и дальше начинаете жить в том же социальном модуле. Для того, чтобы выйти из этого социального модуля, вы должны научиться перелететь. Это очень важный элемент. Перелететь – это значит не считать виноватым, не считать виноватым, не ковыряться, а сделать так, чтобы сделать для себя, как будто этого не было. Вот этого не было, вы перешли в новый модуль. Скажите, почему вы живете так? Потому что вы не можете перейти в новый модуль. А что нужно сделать, чтобы перейти? В тот момент, когда вы услышите оскорбление, вы должны его отпустить, это оскорбление. И на следующий день даже не помнить. Это очень сложно сделать. Потому что чем выше твой социальный модуль, тем оскорбление будет язвительнее, и оно будет... Это как зуб, и как стоматолог, или как гинеколог. Когда... Ой, гинеколог, наверное, не то. Как стоматолог. Допустим, человек садится к стоматологу, говорит, у меня немножечко зубик болит, там маленькая трещинка, можете мне посмотреть? Он говорит, конечно, и после этого лезет своим сверлом непременно туда, где хуже всего. Нет, чтобы там тихонечко где-то посверлить там сбоку. Нет, он лезет туда, где самое болезненное место. Так вот, то, что вам плохо, это связано с тем, что я условно говорю, где-то в вашем энергетическом теле есть дупло, в котором находится та энергия, которая гниет и которая разрушает вашу судьбу и делает все для того, чтобы в вашей жизни не произошло то, как вы хотите. Вы представляете, вот оно, вот она, вот эта соль, первопричина, или вот в чем загвоздка. Таким образом, человек читает мантру, а дома дети там обманули, киданули, навредничали, оскорбили, и все. И человек расстроился. Все, до этого он полгода читал мантру, дошел до своего социального модуля и не смог перейти в новый. А в новом модуле он бы жил так, где его дети бы не были бы такими. Почему? Потому что это была самая уязвимая черта этого человека. Представляете, на этой черте держатся дети, держатся ментальные элементы этих детей, мужа, близких, неудачи и так далее. Вы представляете? Это обязательно какая-то чувственная черта, вот этот гвоздь преткновения, точка преткновения и то, что вас удерживает в том несчастном моменте, в котором вы проживаете. Но здесь вопрос, как же их найти, эти точки? Они не могут быть одной. Это не может быть одна точка. Это может быть, чем ниже модуль у человека, тем больше этих точек преткновения. Не бывает так, что... Сегодня дети вас разозлили, а завтра муж. И вы говорите, надо же, я вроде вышла на новый модуль. Нет, если вы находитесь на модуле низком или в низком социальном модуле, то для того, чтобы перейти на новый социальный модуль, вы должны пережить это все и поперелетать. Открытие номер 1, оно уникально. Я вам могу сказать, что если вы начинаете бороться, ничего. Красивая женщина, она все равно красива для своего мужчины. Хочет она этого или нет. Но если она начинает выживать, то она начинает искать возможности уличить его в чем-нибудь, дабы найти возможность, чтобы подтвердить того, что она некрасивая. Подтвердить то, что он плохо к ней относится. Это вот как с этими няньками. Она что-то вдруг услышала и говорит, ага, помнишь, ага. Понимаете, если человек в семье настроен на то, чтобы выживать, а не жить, будут в семье неприятности. Пройдет какое-то время, рано или поздно, выживающий муж или выживающая жена, они вынуждены постоянно находиться в напряжении. Они постоянно вынуждены искать подтверждение своих домыслов. Нужно для себя сделать выбор, сказать себе, так, я живу или выживаю. Если живу, то тогда живу равняется абсолютное доверие. Все, я доверяю. То есть женщина должна сказать, какая в глазах этого мужчины. И после этого сказать, я самая красивая, самая умная, самая добрая, самая ласковая. Та-да, звезда.
И после этого, глядя на него, произносить себе: я только такая, он меня видит только такой. Та-да! И после этого «та-да» можно оставить. То есть он сидит хмурной такой, смурной, печаленный, да, вы кушаете, и после этого он ест, смотрит на вас вот так вот, а вы делаете так: та-да! Говорит: что с тобой? Да ладно, я все поняла. Понимаете? Почему? Это особенность самонастроя, понимаете? Это особенность человеческого самонастроя. Начинается. Почему очень часто у холостых мужчин и женщин не появляется материальное благополучие? Почему? Потому что они ни для кого ничего не делают, их фактически никто ни за что не любит. Вы представляете? И с этого и начинается. Получается, если ты имеешь... Почему я говорю, что претензии, обиды и так далее, это все приводит к тому, что теряются деньги. Как это начинается? Очень часто, просто очень часто мужчины и женщины по-разному воспринимают конфликтную ситуацию. И я бы хотел два слова даже об этом сказать, если вам интересно. Друзья мои, очень... Сейчас пока расскажу чуть-чуть по-другому. Женщина чуть меня сбила, она написала: как получается, делаешь добро, а получаешь наоборот. В этом и дело, что необходимо делать так, чтобы никто на это не обращал внимания. Я провожу бесплатно вебинары, но я на каждом же вебинаре не тыкаю лицом в это и не говорю, что я мог бы этого не проводить, но я это провожу, потому что мне там не безразлично и так далее. Согласны? Я это делаю молча, то есть я их просто провожу. Я провожу вебинары. Почему? И ни к кому плохо не отношусь, и каждому советую что-то из этих вебинаров. Почему? Потому что таким образом нарабатывается вот эта солнечная энергия, вот этой доброты, которая двигается в мою сторону, и после этого я получаю самые настоящие деньги. Таким образом, безвозмездность и желание или старание что-либо делать для своей семьи и людей не помогать, я еще раз хочу сказать, а ухаживать, скорее всего. Понимаете? То есть можно эксплуатировать домашних, а можно им помогать. Помогать это, эксплуатировать это: а ну-ка, открой окно, закрой окно, включи телевизор, приготовь мне поесть. И после этого претензии: там, мне холодно, давай меня грей, набери мне ванную, давай мне там, приготовь что-нибудь поесть, там, давай стирай мне, у нас дома грязно, там, за детьми смотри. Это все слова, которые заблокируют деньги. Или я вот делаю все время для вас, взамен ничего не получаю. Так кажется, не будьте наивными, вы взамен получаете для всей семьи материальное благополучие. Понятно? Все получают материальное благополучие, если это делается безвозмездно. Так, желание в семье что-то делать приводит, несомненно, к тому, что в дальнейшем появляются деньги. Зачем отец подбрасывает дочь вверх? Для того, чтобы она радовалась, смеялась, обнимала его, больше любила. Эта любовь проявляется в автоматическом включении в жизни материального благополучия. Естественно, почему у мужчин молодых и женщин не получается зарабатывать деньги? Их очень часто никто не любит. Они ничего ни для кого не делают, чтобы их можно было любить. Они так живут, что их фактически никто не любит. Естественно, почему происходит разрывание отношений? Не отношения, а почему блокируются деньги? Еще раз хочу сказать, деньги текут туда, куда течет любовь. Добрый вечер, Андрей Андреевич, ваше мнение. Сейчас очень популярны сеансы регрессии, походы в прошлой жизни с помощью эриксоновского гипноза. А вы мне, как вы считаете, это опасно и стоит ли такое делать? Вы мне скажите, вот сейчас, если вы начнете вспоминать свои прошлую жизнь, вот ту, которую вы сейчас прожили, скажите, вот кому сейчас там 30 лет, 40, 50, 60, что мы обычно начинаем вспоминать, когда мы начинаем думать о прошлом?
мы вспоминаем только счастливые минуты или мы вспоминаем только несчастливые минуты? Я хочу вас опередить и сказать, когда вы начнете сейчас вспоминать, то обычно вы будете вспоминать более несчастные минуты, потому что как-то так устроено наше сознание, что оно вот какие-то элементы там, ненависти, элементы неразделенной любви, элементы страдания, вот они все это из нашего прошлого выдают. Скажите, вы довольны своей жизнью, чтобы ее постоянно вспоминать? У вас была такая прямо счастливая жизнь, что в этой жизни не было, там, совесть вас не мучила, и вы не совершали ошибки. А теперь скажите, для чего вам вспоминать в этой жизни что-либо? То есть вы хотите эту жизнь вспоминать, и после этого еще одну жизнь вспомнить. Но ведь, вспоминая прошлое, можно столкнуться с элементами совести, которая может начать мучить. Зачем вам эта жизнь, ее прошлое, и еще и следующая жизнь с ее прошлым? Для чего? Чтобы потом чувствовать себя совсем плохо. Если вы с одной жизни вспоминаете только плохое, то вы хотите этого плохого натянуть еще из прошлой жизни, еще из прошлых жизней. Что с людьми происходит? Это знаете, как с Богом разговаривают. Все в моей жизни хорошо, слышь ты, ну давай, я тебе свечку запалила, и теперь давай, подрихтуй мне тут судьбу. Вы что думаете, Бог это то существо, которое создает вселенные и миры, и это существо готово работать за спасибо и свечку? Ой, не смешите меня вообще, не смешите. В церкви свечку запалили, теперь он должен там вообще опрокинуть весь мир для того, чтобы с вами что-то произошло. Это смешит просто. Сегодня пришел мужчина, больной, бизнес не получается, нога работает плохо и так далее. И вот он, я с Богом общаюсь напрямую, там мне Бог советы дает и так далее. Вот я сказал, чтобы покаялись и так далее. И я сразу же сидел на него и хотелось ему сказать, очень по-честному, хотелось сказать, ну что ж, Бог тебе, раз он с тобой вот на такой мази вообще, на одной короткой руке, не может сделать так, чтобы твой продукт, который ты умудрился создать, не продавался с завтрашнего дня на десятки тысяч долларов в месяц. Ну если ты так напрямую общаешься с Богом, ну так надо у него тогда, раз вы в кентах, он предсказывает заболевания и все остальное, ну пусть делает тогда, ультиматум ему, что такое? Сколько тебе свечей поставить, там, а я в свою очередь там, буду продавать там, и все. Знаете, ж удобно. У меня были такие знакомые, которые взяли детей, закрылись в помещении и поставили Богу ультиматум. То есть они поставили, их выгнали из квартиры, он молился днями и ночами, она молилась днями и ночами. Потом они поставили ультиматум с 3 маленькими детьми, что они будут поститься до того момента, пока у них не появятся деньги. Поставили чемодан, сначала дети, там один ребенок так и не спасли, а там кто-то начал бить тревогу, потому что видели, как они там заходили в этот съемный дом. Мужчина сбежал, да, фанатики, да. Вот такие фанатики, представляете, они Богу ультиматумы ставили. Я ему сегодня говорил, не нужно так на короткую ногу с Богом, не нужно. Почему? Уже если на короткую ногу, то один раз лучше попросить, а не спрашивать у него. Если можно пойти продиагностировать, тогда лучше к диагносту сходить, чем Бог будет предсказывать. Опять-таки, ты достоверно не знаешь, ты с Богом общаешься или не с Богом. А может быть это субкубы, может быть это какая-то энергия не та, понимаете? Здесь очень сложный такой момент. Злость, она порождает обиды. Первопричина всего это злость, а спасение всего добродетель. Понимаете, если люди злые не имеют будущего, скорее всего у всех злых людей в дальнейшем появляются заболевания, страдания. Я вам хочу сказать, если злость проявляется часто, вы не будете ни богатым, ни счастливым человеком. Злость отталкивает от человека возможность, чтобы его любили. Любовь
проявляющаяся в сторону человека, делает все для того, чтобы у него появлялись деньги. Чем больше людей хотело бы к вам относиться хорошо, и чем сильнее вы им нахамите, тем менее богатыми вы будете. Как это обычно происходит? Там кто-то говорит: ой, спасибо вам, и вы там раз как будто не увидели. То есть вы проявили к человеку злость, а человек проявил к вам доброту. Так вот, если он на самом деле хотел поделиться своей любовью, в этот момент, когда он хотел поделиться своей любовью, нужно было сказать: о, супер. А почему говорят «спаси Бог» или «спасибо»? Потому что тот человек, который хотел сделать хорошо и проявлял свою любовь, дарил безвозмездно свое материальное благополучие. А почему ему говорили спасибо? Чтобы ему Бог помогал и давал еще. Поняли, почему такие слова? То есть в этот момент работает такая тройная система или в связке. Тот, который помогает, имеет веру, что ему Бог поможет. А тот, который не принимает, отталкивает возможность быть богатым. Вы представляете? Поэтому относитесь к людям, которые хотят вам что-то дать или что-то для вас сделать, относитесь хорошо к ним. Не забывайте этим людям говорить спасибо. Не фыркайте даже на незнакомых. На самом деле мир такой прекрасный, его можно жить прекрасно и счастливо. Сколько человек вкладывает в свою красоту? Вы вкладываете в свою красоту свое время, я не говорю даже деньги. Наверное, не вкладываете. Что нужно делать? Вот давайте поспорим. Каждое утро вы садитесь или каждый вечер и 1 час расчесываете гребнем волосы, занимаясь исключительно только этим. После этого намазываете себя 20 или 30 минут каким-нибудь там кремом и так далее. И делаете 1,5 часа каждый день, уделяйте своей красоте. Если женщина 1,5 или 2 часа уделяет каждый день своей красоте, она красивая. Я в свое время никак не мог понять, почему красивые женщины красивые и почему некрасивые некрасивые. И я понял в какое-то время, это было недавно, что наблюдая за тем, как ведут себя очень красивые женщины, я заметил, что красивые женщины уделяют себе внимание гораздо больше, чем женщины некрасивые. Такой вот ответ даю на такие вопросы. Скажите, в какой момент человек начинает получать энергию? Ну, смотрите, когда человек обретает силу, когда он бежит. И в тот момент, когда он обретает большую силу, то есть он бежит уже изо всех сил. То есть человек получает силу именно в тот момент, когда ему кажется, что уже он не может. То есть додавливая себя, перебарывая себя, он может добиться большего. Как в Олимпийских играх. Почему появились в Греции Олимпийские игры? Потому что очень свято ценился тот человек, который преодолел боль и добежал до цели первым. То есть это человек, который побеждает боль, человек, который побеждает себя. То есть как бы памятник вот такому победы над собой. Ну, это был памятник Олимпийских игр. Также происходит и когда человек начинает заниматься эзотерическими практиками. Обретение энергетической силы происходит в тот момент, когда вы чувствуете слабость. Именно в этот момент человек обретает силу. Если вы нашли такие сангая, после которой вы чувствуете слабость, непременно занимайтесь этими сангая часто до того момента, пока вы не обретете силу. Именно сила является важным для вас, видимо, и обретя такую силу, вы сможете в дальнейшем, ну, я не знаю, иметь определенную способность или иметь определенные качества, к которым, к сожалению, обычные люди подойти не смогут. Владимир К. пишет: Андрей Андреевич, почему человек думает, что солгать легче, нежели сказать правду? Когда человек лжет, то человек
не понимая сам, делает это из-за того, что у него энергетически снижаются тона. Одна из особенностей снижения тонов – это жизнь по течению. Когда человек живет по течению, в поиске наименее как можно меньше элементов сопротивления, то у него появляются трудности такие, которые он решает при помощи лжи. В целом, я считаю, что ложь, злость и, возможно, ненависть нет. Ложь и злость – это то, что более чем все остальное меняет и ломает судьбы человека или судьбы человечества. Разденусь, у нас тепло в квартире. Правильно. Наталья ответила, он катеви катероса грасамани соха. Если прочитать такую мантру в квартире, тогда очень быстро у человека исчезает в семье скандал, и все начинают очень дружить и хорошо друг к другу относиться. Мантра Шанти не помогает, то есть если читать Ом Шанти Шанти, ничего не помогает, к сожалению, как ругались, так и будут ругаться. Света! Света! Если человек гипотетически начинает врать, он должен знать, в его жизни обязательно начнут появляться неприятности с законом. Я анализировал около нескольких тысяч человек на протяжении нескольких лет. Тех людей, у которых была проблема, связанная с законом, и у меня была возможность с такими людьми общаться. Я могу сказать, что практически у этих всех людей было расстройство личности, появляющиеся часто депрессии, а также эти люди были склонны к тому, чтобы лгать. Из этого появился вывод, я о нем сказал когда-то на первой ступени, я сказал о том, что когда человек врет, то вранье рано или поздно вызывает у него острое чувство депрессии. Вообще людей разрушают желание перерабатывать. Очень часто мужчина стремится к тому, чтобы много зарабатывать, остается на работе, но работа неэффективная, платят мало, приходит домой поздно, старается больше. У жены появляются сомнения, она начинает предъявлять претензии, появляются ссоры. Но он же делает это для того, чтобы наоборот она им восхищалась. Плюс семья создана для поддержки друг друга. Появляются ссоры, и после этого усталость обоих супругов, и они ищут в семье возможность друг друга не поддержать, а друг друга уничтожить, уколоть, разойтись и так далее. Вдвоем всегда легче, чем одному. Если вы жили, у вас все хорошо было, дети появились, то тогда, скорее всего, есть возможность найти возможности сохранить семью, приумножить, найти возможность все-таки, понимаете, ломать, не строить. Если есть хоть 1% того, что есть отношения, было какое-то внутреннее тепло, были какие-то тонкие отношения, друг друга за ручку держали. Если мужчина не бил вас, там алкоголь не употреблял, из дома не выгонял, наркотики не приносил, детей не насиловал и так далее, то тогда есть смысл найти вот эту струну одну, восхищаться этим мужчиной, поддерживать его. Обычно женщины уходят от одного и приходят к тому же. Понимаете, это такое частое явление. Самое страшное, что разрушает семью и мужчин и женщин, это два слова. Это «а ты» вместо слова «мы». И второе, это обида. Ни в коем случае в семье нельзя обижаться. Вообще, супруги должны стремиться к тому, чтобы постоянно создавать состояние, при котором у супруга напротив появляется состояние радости. Как это возникает? Это улыбка, это добродушие, это желание любви. Почему очень часто мужчина или женщина попадают в просак, когда начинают заниматься бизнесом? Дело в том, что фильмы, кино, а также окружающий социум, он создает свои правила и рефлексы. Очень часто женщина, которая начинает заниматься бизнесом, одевает на себя
одевает на себя маску, которая ей не присуща. То есть одевает маску модности, серьезности, деловитости. То есть там губа вперед, знаете, там щеки надуты и так далее. То есть была нормальная жена или муж, приходили домой вовремя, все было хорошо. И после этого устроилась на работу, там муж или жена домой приходят, а там муж сидит и не он. Почему? У него щеки, губа вперед, он серьезный, по телефону разговаривает, что-то ручкой там записывает. И вы говорите, а где тот, которого я знаю? На вас фыркают. Почему? Почему-то иногда люди забывают, что они всегда должны быть для близких людей одними и теми же людьми. Конечно, эту маску нужно выкинуть вообще, сказать, слушай, я тебя таким не знаю, давай будь уже нормальным человеком, мы же все знаем друг друга, что это такое вообще? Будь нормальным человеком. Это очень частое явление, которое бывает у людей, которые еще бизнес не сделали, только начали бизнесом заниматься, уже ведут себя как идиоты. Это некрасиво. Я вам скажу так. Когда я общаюсь с близкими людьми, вот сколько раз моя любимая жена приходила сюда, сколько бы людей здесь не сидело, я всегда ставлю семью на первое место. Я всегда встану, всегда подойду к своей жене и какие бы вопросы ни решались. Почему? Потому что я должен ее встретить и ей улыбаться. Почему? Моя цель создать хорошее отношение или хорошее настроение у своей близкой жены. Могу вам сказать, что на самом деле квантовый скачок, он произошел вот как раз в элементе расширения сознания у нового поколения, которые родились. Они бесчувственные, но очень умные. А мы чувственные и умные, но все равно отстаем по уму от них. А следующий, вот 2010 год, появится чувство у людей. В 2020 чувство улучшится, в 2090, 2900 чувственные люди будут. Вот как у нас в 75 году, в 1875 менее разбирались в живописи, а потом да, в 1900 году более разбирались в живописи. В 1600 не любили людей, потому что никто не чувствовал. То есть могли убить, там есть дети, нет. А вот уже в 1900 уже не хотят убивать. Почему? Люди начали любить друг друга, мы переросли уже этот уровень. То есть у нас сердечная чакра, она работает на самых высоких вибрациях девятки. Представляете, потому что мы рождены в 1900 году. Мы чувственные, нам необходимы чувства, мы еще познали. И мы вот те люди, которые могут похвалиться тем, что мы познали на самом деле, что же такое настоящая искренняя любовь. То есть мы ее чувствовали, мы ее знаем. Дальнейшая судьба людей, они будут гиперумными, но они не будут уже любить, они будут выбирать. То есть, знаете, это будет выглядеть так, сдай тест. А я потом выберу, ты мне подходишь или нет. И после этого... Ну вот эти 100 лет, скорее всего, любить не будут, конечно. Они так любить, как вы, не будут. Естественно, у вас будет конкретное непонимание этого мира. Мы живем на рубеже квантового скачка. Нас будут воспринимать как чувственных идиотов. Чувственных идиотов. То есть к нам будут относиться как к людям непрактичным, непонятным, отсталым. Вы уже, наверное, заметили, что над вами смеются дети, да? Ну вот в дальнейшем это будет улучшаться или ухудшаться. Скажите, вас не обижает то, что я рассказал о дивергенции? Но это то, на что стоит обратить внимание. Нам же придется жить с этими новыми, абсолютно нам непонятными людьми, понимаете? Тем не менее, нам же надо, как старая плеяда антидивергирующих людей, объединяться во что-то, да, и выживать, понимаете? Я вообще думаю, что люди с очень высоким знаком сознания и с отсутствующими чувствами, они могут быть самыми агрессивными, вы представляете? Поэтому этот век – это век агрессии, друзья мои, это век, который
который будет бесконечно агрессивен. Когда эти дети подрастут, им нельзя будет сказать: давайте за державу, за Сталина, за Родину. Они скажут: сколько денег? Они скажут: в чем я буду ходить? Раньше, знаете, это будет как в еврейском кино. Давайте, побежали, ура, за мной. И после этого все стоят. Ну что, за тобой? Нет, давай лучше ты за нами домой, да? Вот где-то так будет. То есть уже ура, давайте идти, этого не будет. То есть если в 70-х и 90-х годах можно было взять мальчика, и он поехал бы в Афганистан и слова бы никогда не сказал, отработал бы свой интернациональный долг, то уже в наше время, когда начинают брать кого-либо куда-либо, сразу же появляется ряд вопросов. Мы, естественно, тоже перешли в новый виток. Этот виток дивергенции произошел в 2001 году. Мы тоже стали дивергентами, потому что не может одно общество перейти бесследно, сформировав другое общество. Поэтому мы тоже стали умнее. И это стало возможно благодаря еще интернету, который как раз к этому времени подошел. То есть мы сейчас перешли во время интернета. Естественно, когда перешел уровень дивергенции, то естественно понимать, что наивысшего пика информационного оно достигнет как раз вот в этот период за 100 лет. Поэтому вот сейчас 2017 и в 2100 будет максимальный пик информационный. Максимальный. То есть, скорее всего, мир добьется информационно всего, что он мог когда-либо добиться. То есть, появятся сверхкомпьютеры, появятся сверхвыводы, появятся да. И там не будет чувств, там будет только сухая математика, химия, там будет сухая физика, там будут сухие выводы. Естественно, все, что мешает осуществиться этому, будет все сметено с поля земли. Понимаете, все сметено. Поэтому чувства, поэтому там правильно, неправильно, хорошо, плохо, это будет плавно забываться. Естественно, живопись не будет покупаться. Естественно, красотой будут пользоваться только такие вот люди, как я и вы. Естественно, на людей, которые покупают антиквариат, будут улыбаться и смотреть как на чокнутых, знаете, ну и так далее. А мы их не можем научить. Они родились под двойками, и бесполезно их научить. Мы уже не имеем возможности это сделать, вы представляете? Не имеем. Нет, мы уже не можем, не войдет. Они сейчас балдеют от химии, физики. У нас были любимые мультики «Ну, погоди». А у них любимые мультики, там, «Как устроена вещь», фиксики, да, «Как устроена вещь». И вот я дома сел как-то и включил телевизор и представил, я могу так представить, как будто я очень маленький ребенок, как будто я вновь живу со своими родителями, и у меня появился вот этот мультик «Фиксики», я его включил. А я вспомнил, что в наше время тоже были мультики, они назывались «Орешек» как-то, помните? Там мальчик орешек разбивал. Это не мультик был, а киножурнал. Киножурнал. «Хочу все знать». Это же тоже, по идее, как фиксики. Там тоже объясняли о том, да, техники и так далее. «Хочу все знать». Но оно вообще не вдохновляло. Вообще не вдохновляло. А ну погоди, нормально, там таран-татара. Там любимый мой родной, там, знаете. И там это ж вообще другая жизнь, понимаете. Мы сразу с детства хотели курить, бить по мусорным бакам. Я помню «Три мушкетера». Когда вышли «Три мушкетера», то мы одевали на арматуру капроновые крышки и в первые 3 дня прокололи друг другу там ребра, поломали руки и так далее. Зато право называться Д'Артаньяном и так далее. Понимаете? То есть мы были чувственными, нас не останавливало это. А ну-ка сегодня проведем эксперимент, включим 3 Д'Артаньянов. Они засыпают и аж слюни вытекают, понимаете? Но зато они фиксиков смотрят. Я их даже сейчас не понимаю, представляете? А в то время я бы вообще уснул, наверное, знаете. Но под Д'Артаньянов мы реально выскакивали на улицу и протыкали друг друга. Сейчас ребенку дайте капроновую крышку, включите ему Д'Артаньяна и понаблюдайте за ним. Он через полчаса вот так упадет вообще, скажет, что это такое, что за тягомотина. Их мерси боку, они не понимают вообще. Пора, порадуемся на своем веку, а после этого мерси боку, и после этого ты уже гасконец там и так далее. А у них этого нет.
Они это смотрят, я когда-то смотрел, Слава подошел и говорит, мы так и будем это смотреть. Я говорю, это же Д'Артаньян, Три мушкетера, когда был маленький, мы так вдохновлялись. Он говорит, ну можно я пойду на второй этаж играть в компьютер тогда? Я говорю, так тебе ничего не нравится? Он говорит, ну, лошади, там перо. Андрей Андреевич, у моего мужа полностью пропал ко мне интерес. Семья просто рушится. Мужа как будто подменили. Что делать? Подскажите, Наталья. Первое, что нужно сделать, это отключить интернет. Отключить интернет. Вот просто меня послушайте, я вам дам, что делать. Второе, берете мужа, ищете деньги и заставляете его в ультимативном порядке поехать с вами куда-нибудь на отдых. И отдыхайте с этим мужем. Старайтесь его, хочет или не хочет, как можно чаще с этим человеком, даже если вам не нравится, иметь интимные отношения. После этого, когда вы приедете, делать все для того, чтобы интимные отношения были ежедневно, на протяжении не менее 2 месяцев. Есть такое правило, если на человека нападает блуд, или если на человека есть приворот, или если есть какое-то влияние энергетическое, то женщина может это все поломать, чем путем интимных отношений. Представляете, если она этим занимается не менее чем 50 дней, то есть она должна поставить цель и сказать, все, как хочешь. Если наоборот, то есть у мужчины есть желание, у женщины нет желания. Вот это наоборот нехорошо тоже. Потому что для мужчин, когда женщина не хочет, то нужно женщину начать удивлять. Удивлять это не значит намазаться синей краской и забежать голым домой. Удивлять это значит удивлять так, чтобы женщина удивлялась, как, ну там цветы, куда-нибудь за ручку сходить, там сделать вечер с шампанским, там подарить, ну сделать какие-то теплые отношения. У женщины нет желания, если нет удивления. Сначала есть удивление, после удивления есть любовь, после любви есть желание. Убрать это невозможно. Женщина тонкое существо. Когда девочки готовы? Если девочка каждый цветочек нюхает и ахает, она готова к замужеству. Понимаете, видели этих девочек, да? Ой, какая красивая штучка, ой, какая красивая тряпочка, ой, какие красивые сережки. Ух ты ж, и вот так еще, и вот так можно, и в ушко можно вот так завернуть, и волосики вот так. Если стоит перед зеркалом и вот так смотрит, и так, и вот так смотрит. И вот так потом прыщи выдавливает, и вот так вот стоит, и сзади на себя смотрит. То есть во всех вариантах. И удивляется при этом, все, скоро муж появится. Почему? Удивление. Дальше ей дай любого, и она будет его любить. Вот так вот час смотрит в зеркало, 2 часа ходит по магазину с подругами, после этого выходит на улицу, а там стоит любой. И он говорит, я женщина, вас люблю, хочу пригласить вас в ресторан. Все, она влюблена. Главное вовремя попасть. Главное вовремя попасть как объект, понимаете. В этот момент она удивлена, и она, скорее всего, уже влюблена заочно. А в этот момент ее можно взять за руку и уйти тихонько домой. Почему после этого уйти тихонько домой? Все остальное она придумает сама. Без мужчины уже. В этот момент не нужно ее не тянуть в постель, ничего. В этот момент нужно ее просто подержать за ручку, походить с ней по улице, рассказать какую-нибудь историю и 2 дня не видеться. Все эти 2 дня она будет думать исключительно о вас. Больше ни о чем, бедная. Самая основная проблема, которая есть в тот момент, когда люди не могут продать недвижимость, заключается еще и в том, что они эту недвижимость по неопытности или там по пьяной лавочке или там в каком-то порыве кому-то пообещали. Вот если человек пообещал кому-то, что вот я продам недвижимость и после этого отдам тебе вот эти деньги, вот в случае, если это было сказано, то тогда что-то нужно с этим делать. Это определенный обряд, его нужно убирать.
вот такие нити, они выявляются, и после этого необходимо их отрезать при помощи ваджарного кинжала или при помощи пурбы, если такое у вас есть. Я даже рассказать сейчас не могу. Либо есть еще один вариант. Нужно вспомнить, кому вы обещали, или кому этот человек обещал отдать деньги или отдать имущество в тот момент, когда он продаст этот бизнес или помещение и так далее. И после этого позвонить этому человеку и сказать, что когда я продам, я тебе не отдам. Таким образом, обещание или обряд, клятвы будет уничтожен, обещание и клятва это одно и то же. И после этого этот обряд обещания или клятвы будет разрезан. Вообще, если человек говорит, я тебе обещаю, что там продам квартиру, машину, и тебе часть денег отдам, и начинает за то, что там то-то, то-то, и после этого забывает об этом и начинает продавать, то если в его голове есть просто я продам, деньги заберу и не отдам тому человеку, которому я обещал, то, скорее всего, квартира продаваться не будет, потому что на нем стоит заклятие. Это заклятие называется заклятием обещания. Определить, если с глаз. Где бы ни ходили, в каких бы носках не были, снимаете носки, ноги всегда грязные. Вот где бы ни ходили, еще раз хочу сказать, в кроссовках ходите, в туфлях ходите, где бы ни ходили, вот в чистоте, на белом ковре, если ходите, если до вечера снимаете носок, носок воняет, ноги грязные, это говорит о том, что у вас есть глаз. Понятно? Если все время ногти под руками грязные, это говорит о том, что есть проклятие или какой-нибудь, или это какой-нибудь там отворот может быть. Чтобы получить отворот, нужно обязательно знать, что для того, чтобы был отворот, должна быть измена. Невозможно человеку поставить отворот, если он не соблазнил чью-то жену и чью-то мужа. Понятно? Скажите, Лейла, вы соблазняли чего-то мужа? Хотите, я отвечу? Нет. Поэтому вот это, что вы пишете, вообще чепуха. Есть особенность такая у людей. Возьмите и пройдитесь босиком по улице. Если вы пройдетесь босиком по улице и у вас будут чистые ноги, это говорит о том, что у вас есть одна особенность. Какая? На вас невозможно наложить проклятие, невозможно наложить ни приворот, ни отворот, ни сглаз, ни порчу. Вы на другом энергетическом уровне. Если в чем бы вы ни ходили, у вас чистые ноги, на вас влиять нельзя. Дальше. Посвящайте утреннее умывание Богу. Если вы утром проснулись и первое, что сделаете, вот так омоете руки и вот так омоете лицо и скажете, это для того, чтобы на Бога чистым смотреть, то в этот момент вы избавляетесь автоматически от всех видов порчи, сглазов, приворотов, отворотов и демонов. Понятно? Ничего делать при этом не надо. И хватит этим морочить мне голову просто. Вы так заморачиваетесь этим. Я понимаю, кто вас заморачивает. Конечно, пришли к тете, она сразу хочет на вас заработать деньги. Боже, да у тебя же порча, приворот, сглаз. Так, что там есть еще? Отворот, присып, черная магия, родовое проклятие, там, язык раздвоенный в ногах. А это еще что такое? Боже, это не излечить. Если это не лечить, то дети до вторника умрут. Ищи по $1000 за каждого человека. Тогда будут жить. А если не заплатить, можно потом... Такое у меня было. Приходит женщина, говорит, ой, я так благодарна там Алевтине Малентиновне. А чего? Ой, она мне от такого сползла, Андрей Андреевич, это прям вообще в шоке. А что такое? Ну, говорит... Нечаянно вот так вот шли по улице, и я с ней встретилась нечаянно. Она говорит, боже, девочка, у тебя есть дети? Она говорит, да, 3. Твои дети вместе с тобой сейчас, что-то с ними произойдет, и у вас есть неминуемая смерть. Вот давай ладошку, видишь, умрете через 4 дня. Она говорит, иди в собор Парижской Богоматери. Она говорит, твой номер телефона, вот...
обращайся. Она говорит, сколько это денег будет стоить? Говорит, так испугалась. Она говорит, ну, 3 по 8, 2 по 5, знаете, как там говорят. Говорит, за каждого $1000. Вот вас там 3 и там плюс родовое проклятие, там 3500 за мою работу. И говорит, это ж надо вас там духов откупить и так далее, это очень сложно. Она говорит, я так испугалась, прибежала домой, метаться, денег нету, начала звонить бывшему мужу. Он говорит, ты идиотка вообще, успокойся, ничего с тобой не произойдет. Ты только в молоке утонуть можешь. Но у тебя же нет молока. То есть говорит, а что же делать вообще, что же делать? Заняла деньги, всех денег не хватило, а потом знакомые убедили, чтобы она этого не делала. Говорит, не надо, не отдавай, выключи телефон. И прошла среда, и ничего не произошло. После этого звонит эта Алевтина Валентиновна и говорит, послушай, с тобой же ничего не произошло? Нет, так я тебе помогла. Потому что жалко тебя стало, что ж тебя под поезд бросать. Если я уже увидела, то несу ответственность. Отмолила я тебя у беды, понятно? Поэтому с тебя ты теперь торчишь трешку. Ну ладно, я свои деньги заплатила, а теперь ты будешь должна мне. И говорит, и слава Богу, что заплатила, потому что так сразу легче стало на душе. Говорит, вот спасибо большое ей, вот такое для меня сделала. Отлично, отлично. Что же она сделала, знаете, как в этом еврейском анекдоте. И топор оставил, и голодный остался, и водки не выпил. То же самое и в этом анекдоте, как анекдот звучит прямо, понимаете. Самое важное, главное, запугать. Боже, да у тебя тут комбэк. Я вам вообще могу сказать, что я как целитель, вот такую глупость, которая называется порча с глаза, убираю, даже человеку не говорю. Я за это даже денег не беру. Бывают просто такие случаи, они очень редкие, когда вот внутренние демоны какие-то, они вот в середине находятся. Это так редко бывает. А когда каждом видит, то тогда надо здесь лечить. Есть капли зеленина, их надо пить, они помогают. Я говорю серьезно, помогают. И вот я очень рекомендую, если вы в каждом человеке видите порчи с глаза и берете $200, то надо вам лечить порчи с глазов и просто ремнем. И больно. Понимаете, это очень важно понимать. Не бывает часто, нельзя у каждого человека увидеть. То, что у них появляется, если вы умеете убрать и вы это видите, так уберите. Это ж легко делается, убрали, вытряхнули, это же очень несложно, человеку легко. Но я как целитель просто делаю это, там, вижу человека, вижу у него порчи с глаза, вижу там в середине что-то находится, вытрусил, там на свече убрал, астральные иголки поубирал, после этого поработал как целитель, мантры почитал, ночью с ним позанимался, поудалял что-нибудь, похэкали все вместе и забыли. Но никогда этого даже человеку не говорю. Почему? Да это его не касается. Почему? Чего его пугать-то? Ну что его пугать? У меня там ребенок был, который очень смертельно болен, там очень плохо. Начали трусить, ничего там не вылазит и так далее. Но хотелось сначала сказать, что вот можно помочь ребенку, там что-то из него подоставать. А потом попробовал, оно не достается. Почему? Ну неизвестно почему, не достается. И я и родителям говорить не стал. После этого говорю, скорее всего откажусь от вашего предложения ему помочь, потому что, ну, я не могу. Почему? Ну, потому что сказал, надо убирать, а у тебя не получается. Минус карма, знаете, а деньги там за это берешь. Не надо, с этим нужно быть предельно аккуратным. Не пугайте людей. Хотите что-то, говорите, что у тебя не получается замуж, я могу тебе помочь выйти. Не начинайте, что у тебя это из-за того, что проклятие, там на третьем киселе какие-то там грибы там кто-то подсовывал, там кровь какую-то капали, там людей убивали. Есть это у каждого человека, просто зачем об этом говорить? А уж тем более, если это легко убирается, еще и брать с человека сумасшедшие деньги. Я вообще могу сказать, что есть смертные грехи неудачи, я их вот так назову. Эти грехи
они обязательно проваливают человека в тот социум, который всегда вынужден попрошайничать, быть потребителем, не иметь никогда счастья в жизни, вечно обижаться. Какие это такие вот какие это качества или какие это черты, которые приводят человека к тому, что он опускается на такой уровень. Первое – это ложь. Второе – это злость. Третье – это хитрость. Четвертое – это жадность. Нужно еще набрать. Пятое – это некомпетентность, нежелание читать. Шестое – это, скорее всего, невозможность контролировать чувства свои. Потому что на чувства влияют, а чувства обманчивы. И седьмое – это нежелание преодолевать страхи или страх. Вот получилось вот таких 7 основных качеств. Если человек преодолевает 7 качеств, не стоит критиковать, это, наверное, 8-е качество, не стоит обсасывать кого-нибудь, не стоит обзывать, ругаться. Это все плавно человека делает богатым человеком. Я не видел ни одного короля, который бы матерился, ругался. А видел ли я королей в своей жизни? Я не видел королей, но я видел таких людей, которые зарабатывают больше королей. Они, несмотря на то, что некоторые из них очень-очень знаменитые бандиты, они все равно живут очень интеллигентной жизнью, у них очень ровная судьба, они мягкие, для них важна доброта, честность, душевность. Вы представляете, вот такие люди. Это требования определенного социума, с этим сделать ничего нельзя. Страхи. Я вообще считаю, что если вы хотите заниматься предпринимательством, то единственное, что вам мешает быть эффективным, это страх. Вообще страх – это то, что мешает человеку быть счастливым человеком. Найдите свой страх, преодолейте его. Это важный совет. Человек, который преодолевает страхи, на 100% делает свою жизнь замечательной и хорошей. Не бойтесь закрывать, не бойтесь открывать, не бойтесь создавать, не бойтесь потерять, ничего не бойтесь. Просто прислушивайтесь больше к уму, чем к чувствам. Сердце нас обманывает. Не бойтесь, что кто-то увидит того, что вы боитесь. В этом есть секрет. Если вы боитесь и не показываете этого, то в итоге никто не видит того, что вы боитесь. Поэтому бойтесь, когда вам хочется, только никому не рассказывайте про это. Не показывать тому, что боишься, это основа смелости. Вообще, быть смелым человеком – это то, чему нужно обучать детей. Я считаю, что детей бьют в школе не потому, что они сильные или слабые. Их бьют, потому что у них очень много страхов. Ребенка не нужно обучать агрессивности, ребенка нужно обучать смелости. Таким образом, если ребенок смелый, тогда его никто не будет трогать. Почему? Дети очень тонко чувствуют тех, кто боится. Таким образом, ребенка нужно учить смелости, а не учить хитрости там, и всему остальному. Мантры можно читать даже про себя в своем уме, но есть минус. В случае, если мантры читать у себя в голове, то люди, окружающие вас, перестанут к вам хорошо относиться и будут считать, что вы грубый человек. Я не буду объяснять, почему это связано с переизбытком ментальной энергии. Также шепотом с закрытыми глазами вообще перестанут по отношению к вам идти деньги, если вы будете читать денежные мантры. Почему? Когда читает человек с закрытыми глазами, он отдает или отдает свои наработки. Тем самым, читая с закрытыми глазами молитвы, мантры или аяты или что-либо еще, вы совершаете ошибку. Вы не живете для себя. И тут стоит вопрос, для кого же вы это делаете? Ну и в общем-то я бы рекомендовал это делать более шепотом. Человек чем старше становится, тем сложнее ему читать речитативом мантры. Именно поэтому можно читать мантры и шепотом. В этом нет ничего такого особенного. Мантры не нужно читать распевая, хотя есть очень много людей, которые говорят о том, что мантры необходимо использовать, читая только так, читая только так. Это все от того, что они не знают, как еще можно читать. А вот если бы они бы знали, как работает эффективность от мантр. Поэтому я могу сказать, влияйте на внешний мир, читайте вслух. Влияйте на свой внутренний, читайте шепотом. Влияйте на окружающих, читайте очень
Почему? Это меня не касается. Даже если я вижу, что жена или муж изменяет, это и целиком их проблемы. Почему? Они даже от этого не пострадают. А кто пострадают? Дети. Изменение жене, изменение мужу – это неуспешная судьба у детей до 20 лет. Понятно? Неуспешная судьба. Они растягивают таким образом энергококоны детей и разрывают их. Хотите, чтобы дети были несчастными? Вперед давайте. Мужчины, которые ездят по проституткам, потом вырастают дети идиоты. Почему они идиоты? Потому что то не может там правильно устроиться на работу, ничего не получается и вот такое. Но если просматривать, то не туда вы просматриваете. Я сейчас найду будущее, все выявлю. Не туда вы смотрите вообще. Нужно было смотреть, с кем папа гулял и там, с кем мама гуляла и все. Вот что нужно было смотреть. Дети болеют. Нужно было маме быть более целомудренной, папе быть более там, постоянным с мамой, понимаете? А потом, когда начинаешь копать, там такое накапывается. Если ты попал в неприятности, старайся не злиться, а старайся наоборот проявлять элемент доброты. Это люди знают и психологически обычно это используют. Почему? Когда бьет по голове, то после этого все начинают друг к другу хорошо относиться, появляется в семье доброта. У кого были неприятности там, с законом, с заболеванием или еще что-то, там жучились, ругались, ребенок поломал ногу, все помирились, все уже хорошие и добрые. Правильно? Почему? Потому что интуитивно человек понимает, что любые неприятности – это яма. Яма лечится исключительно проявлением доброты друг к другу. Понятно? Поэтому выходите из своих ям. Яма это, она и так привела вас к тому, что она появилась из-за того, что были вот эти неприятности. Друг другу хамили, друг друга угнетали, не поддерживали, не понимали, что вы самые близкие друг для друга люди. И после этого и появились вот эти неприятности в виде вот такой вот ямы. Как избавиться? Проявлять только доброту. Как накачать себе энергией так, чтобы на протяжении дня было много энергии? Я могу сказать, что я никогда не пожалел, что ее практикую. Занимает это времени всего лишь 5-7 минут. У меня наполняет меня энергией на протяжении дня. Чувствую такую энергетическую подпитку. Я пробовал не делать и пробовал делать. Когда делаешь, лучше себя чувствуешь, когда не делаешь, хуже. Итак, как она выполняется? Обычно я беру четки и у этих четок выставляю 20 бусин. Выставляют 20 бусин, и один цикл это 20 дыхательных упражнений. То есть я делаю 20 глубоких вдохов и глубоких выдохов. Когда я делаю глубокие вдохи и глубокие выдохи, моей задачей является не вдохнуть, а как можно сильнее расслабиться. Но при этом есть одно условие: необходимо немножко поднимать голову вверх. Я это делаю вот так, как бы раскачиваясь, как матрешка. Я делаю так. Если у меня начинает кружиться голова, я не дышу так быстро. Если мне плохо, я не останавливаюсь. Я делаю просто более короткие вдохи, но при этом я выравниваюсь, при этом я расслабляю плечи, я расслабляю голову и делаю 20 глубоких или не глубоких и не очень быстрых вдохов и выдохов. Обычно это занимает не больше 1,5 минуты. Когда я закончил, в этот момент я должен остановиться. Если хочется зевать, необходимо зевать. Потому что зевание наполнит вас, ваше тело в середине, как бы развернет ваше тело в том месте, где есть сжатие энергетическое, как бы распрямит как бумагу. И в этот момент необходимо засечь время и сделать один неглубокий на самом деле вдох. Вот такое, расслабить плечи, закрыть глаза, не выпячивать живот и постараться мысленно продолжать дышать. Возможно, у вас получится не дышать на протяжении 1 минуты, 2, 3, 5 или даже 6 минут. Все это время человек как бы наполняется этой энергией праны, и после чего заполняет себя, и энергия праны, жизненная энергия, которая необходима человеку, она забирается из тех вдохов, выдохов, которые он перед этим совершает. Ну, я это воспринимаю где-то так. Так мне в свое время рассказали те люди, которые меня обучали. И
Это имеет очень мощный эффект. Почему? Я делаю таких подходов обычно не больше 3 или 4. Это занимает в общей сложности у меня не больше 10 минут. Существует такой принцип, он среди людей очень существенен. Дело в том, что Бог не дает обоим сразу любовь. Не дает. Он дает право одному человеку любить искренне, а второму человеку терпеть. Вы не слышали об этом? Я вам скажу. Оказывается, один человек любит, другой терпит. После этого, когда это меняется, то второй человек, у него происходит перенакопление той любви, которую этот к нему выделял, и спустя время происходит полное переворачивание таких весов, и все изменяется. У меня есть такие знакомые, когда мужчина очень обожал женщину, они прожили 7 лет, она все терпела. Все не знала, ей все-таки жить с ним, не жить. Потом 7 лет прошло, и она начала его обожать. А он начал уже относиться холодно. Почему? Обиды какие-то начались. И потом они приходят и говорят, я ее так обожал, а потом как что-то щелкнуло в голове. Я знаю, что щелкнуло, потому что любовь бывает только биполярной. То есть один человек любит, другой терпит. Это может часто меняться, даже каждый день, где один терпит, другой любит. Это у молодых. А чем старше становится, тем однобочие это становится. Одни любят, другие пользуются. И так длительное время происходит. Но ничего страшного. Обычно вендетта приходит спустя какой-то переворот времени. Самое короткое время 300 дней или 108 дней. Самое длинное время это 7 лет. Могу сказать, чем дольше, тем сильнее переворот. Дальше. Маг не может разбить семью. Не может разбить семью. А вот женщина, которая обожает мужчину, может его совратить, чтобы в дальнейшем перевести на свою сторону. Так черная магия, ей очень сложно семью разбивать. А вот в случае, если женщина, допустим, какая-нибудь, ей понравился мужчина, и она поставила это как за задачу, вот у нее есть все 100%, особенно красивая, особенно там, я не знаю, как сказать, наверное, решительная, вот у нее есть все варианты. Не нужно бояться черных магов и мам, нужно бояться молодых красивых женщин, которые рядом с мужем могут гипотетически появляться. Вот на них надо обращать внимание. А вот на них надо обращать. А там на старых, на колдунов, там знаю 100%. Что, вы находились рядом, когда на заказ это делала? Часто человек замерзает, что говорит о том, что ему не хватает энергии тепла. Существует еще один метод вот такого простого дыхания. Необходимо сесть на кончик стула, при этом необходимо расставить как можно шире ноги или колени, при этом делать вдохи и выдохи тоже не более 20 штук глубокие, выпячивая живот и втягивая живот. В самом конце человек должен, то есть когда завершается дыхание, 20-е, человек должен выдохнуть и задержать тоже на небольшое количество дыхания, не вдыхая, удерживая на протяжении не более чем 1,5 минут. Данное дыхание, оно уникально тем, что в дальнейшем дает человеку возможность не бояться холода, наполняет человека энергией тепла, также дает человеку возможность, желание купаться в холодном, исчезают ангины и так далее. Ну и третье дыхание. Это дыхание, когда человек дышит носом. То есть человек делает точно так же 20 глубоких вдохов-выдохов носом, голову при этом не задирая, делает так. Максимально расслабляя при этом свое тело, вдохи неглубокие. И на 20-е дыхание он делает задержку дыхания. И продолжает, закрывает глаза и мысленно продолжает дышать. Это дыхание, оно активирует сознание, при этом очень улучшает
у человека, очень улучшает человеку зрение, слух, дает человеку еще и концентрацию памяти. Ну и последнее, это дыхание через язык сложенной трубочкой, ситали. То есть человек складывает язык трубочкой и делает через такую трубочку глубокий вдох, после этого ненадолго задерживает дыхание, расслабляет плечи и выдыхает. При этом не нужно делать никаких кумбх или замков в своем теле. Такое дыхание, оно обычно очищает у человека глазные протоки, носовые протоки и слуховые протоки. Тем самым у человека могут пойти на этом фоне слезы, он может начать зевать, он может начать покашливать. Это все правильно, данное дыхание омолаживает голову и делает человека гораздо моложе, чем его сверстники. Ну, надеюсь, это вам понравилось и теперь будете этим пользоваться.